Какая ж тут красота. Пока дорога сносная, можно снимать. А потом начнется жопа мира, буреломы. И съемка будет невозможна. И в самом начале пути я встретила волка, черемша. О. Короче, волк вышел, потому что ветер дул на меня. И он меня не слышал и не чуял. Вот обычно так волки близко не выходят. Только увидел сразу, я даже снять не успела. Перебродила реку. В общем, перебродила сейчас брод. Перебродили я не одна сегодня в походе. Я не снимаю, потому что это такая жесть. Это 5-дневный поход полной жести. Вот. Когда-нибудь я, когда буду одна такой поход идти, я поснимаю, как смогу. Но снимать в таком походе очень сложно. В общем, пришлось бродить реку по самые трусы. Какие завалы. Так, вот уже второй раз нам медвежьи следы встречаются. Но это пестун. Не слишком большой след. Ну, нормальный такой. Вот там это пятка, а это передняя лапа. Так, а вот это уже огромный след. Значит, была медведица и медвежонок, скорее всего. Да, потому что следы, видно, большие. Вот они, огромные следы. И вот поменьше. Вот маленький следик. Вот этот маленький. То есть с медвежонком мамка шла. Причем следы довольно свежие. Вот они. Топнут прямо. Вот это огромный прям след. Вообще огромный. Дикая река. Как же тут здорово. В диких местах так классно. Сегодня хороший день. И последующие нам обещают дожди. При прям сильно похолодание. Вот это говнище. Вот это медведище был. Нифига. Еще медвежьи следы. Нормальные такие. Плохо видно. Вот. Вот здесь хорошо видно. Лапа. Нет, довольно большой медведь, да. Большой. Вчера дожди были. И ночью шли дожди. Поэтому тропка такая козья, узкая. Но в некоторых местах вот она напитана водой. Где-то земля проглядывает. И там вот видно следы то моралов. И линька там моралья была. Шерсти много. И это медвежьи следы. И даже волчьи. Очуметь. Сегодня, конечно, вообще очень насыщенный, классный день. И то, что я и волка увидела, и медведей, столько медвежьих следов и какашек всяких. Просто не все снимаю. Снимать нереально, особенно с напарником. Как-нибудь поснимаю все-таки. Когда я одна такие маршруты хожу, я как-нибудь попробую поснимать. Это очень интересные походы. Дикие прям такие. Где ты там? Сниму клеща. Клещей много. Иду, просто стряхиваю. Но вот решила одного снять, а то некоторые не верят, что у нас тут клещи есть и медведи. Вот, пожалуйста. Обожаю эти дикие места. Очень люблю в такие походы ходить. Тут столько речек таких диких, таежных. Такая елочка на пне. Малюсенькая такая. Прям на пенечке выросла с мхом. Чудо в тайге. Какое красиво, прикольно. Маленькая, маленькая совсем.
Спирея цветет. Просто вся в цвету. И такие кусты, они с меня ростом, обалдеть. Такой высоты спирея не так часто вырастает. Ну, потому что тут поляна как бы, ей места много, раздолье. Красотища какая. Та-дам! Водичка. Сейчас будем топить печку, греть водичку и отдыхать. 23 километра мы прошли, 24 мы прошли километра. Вот, но по козьим тропам, по тропам животных, так сказать. И вот это именно сюда путь, он не так завален. А вот завтра у нас и послезавтра самые будут жесткие дни. Как же хорошо, когда теплые дни. Сегодня вот теплый день, он последний, потом сильно похолодает. Я помылась, мы нагрели воду, каждый себе по ведру. Зашли за избу, помылись. Вот я брала с собой одежду, в которой в избах спать. Сижу в чистеньком, пью себе чаечек. Так хорошо. Сидишь на улице, тепло, никуда ничего тебя не гонит, никакой холод. Такой ветерок приятный, теплый. Уже вечер, но еще солнечно, светло. Очуметь, что я нашла. Давай, фокусируйся. И вот такое именно я встречаю первый раз в тайге. Я так вообще рада, что я увидела. Смотрите, какой красавец. Как будто у него хохолок такой и рот открыт. Круто. И вот еще один. Они в Красную книгу занесены. Это очень редкий цветок. Вот они рога, которые я в прошлом году нашла. У меня есть фотки и видео небольшое. И эти рога кто-то поел. Они просто все поотгрызаны. Вот. Я не представляю, наверное, это, мне кажется, только волк мог обгрызть. Ну кому еще это надо? Вот они все обгрызаны. Здесь обгрызаны. Короче, с голоду. Голод не тетка. Такие рога огромные. Хочу их когда-нибудь вынести. Но теперь не знаю, их погрызли так сильно. Они уже не такие красивые. А тут еще кости валяются тоже. Какой-то огромный морал был. Жалко, такие рога попорчены. Красивые. В жопе мира находятся завалы везде. Муравьиный десант. Утро второго дня. Мы уже ломим. Где-то начало 9-го время. Проснулись в 6 там с чем-то. Позавтракали и двинулись в путь. Потому что сегодня довольно тяжелый маршрут предстоит. Какая красота на упавшем дереве. Сколько всего выросло. Такое зеленое. И там на заднем фоне медведь ломит. Шучу. Огромнейшая сосна упала. Так жалко, когда такие воротник громадные. Ну, камера не передаст размеры, но очень большое. Завалы кругом. О, Мишаня как тут поработал. Сразу и кучку навалил, такую немаленькую. Все поразрыл. Наверное, бурундука обделил. Вот здесь еще и медвежья. Вот это, след медвежий. И вот еще еле заметный. И какашки такие. О, поднялись на гривку. Думали, здесь чище, а тут вот такой буреломище, просто все завалено. Капец. Ну, сейчас будем лезть как-то. О, какие завалы. Выше меня почти. И это еще цветочки. Громадные. Хотя бы немножко сниму. А то мы ломим и ломим. Ломим и ломим. Вот по такому буреломищу. Интересно, как она зацепилась корнями за старое дерево. Вот так вот по тайге ходить. А вот эта вот мошка мелкая, она капец как зажирает. Ее практически не видно. Она как пыль, кусает, как медведь.
И вот такие руки. Похлеще еще, чем мои. Не знаю, видно ли на камере мошку эту мелкую, которая сильно прям кусает. Она летает, ее много. Она и в голову кусает, и везде. Капец просто. О, на старом дереве сколько всего, целый сад. Обалдеть. И пихта, и елки, и береза, и рябина. Что только и нет. Какая красота. Опа. Только успеваю снимать этих красавцев. Ты, блин, куда ползешь-то? Вот, вышли вроде на поляну, но на поляну это не похоже. Сплошные завалы. Такое типа открытое место. Когда-то здесь были заросли деревьев, пихта. Все упало. Черемшу еще умудряюсь рвать и есть. Между такими, опа, буреломами. Вот и все, это все вот завалы. Вот что случается с карематами в такой жопе. Все, капец. Сплошные дикие места. В какой-то жопе мира мы находимся. Но тут такой лес. Уссурийский полиграф все сожрал. Поэтому и завалы такие. Вся пихта погибла. Одни были, стоят. А был густой лес. Вот как там на той стороне. Вот так выглядит жопа мира. Что ломим. И все этот бурелом не заканчивается. И до верху все не можем никак дойти. Вот такое я не могла не заснять. Мимо пройти. Как классно на старом пне. Такие красоты. Фу. А мне иногда говорят, как ты, Алина, не боишься медведей, клещей, волков. Кого тут бояться? Тут на них вообще внимания не обращаешь в такой жопе. Тут все внимание уходит на вот бурелом. Вот это лезешь, кусты, бурелом, клещи. Вот. Просто их скидываешь и все. Медведей даже снять не успеваешь, они только пятки показывают. Такие дела. И вот вся одежда, которая на мне, каремат, это все расходники, потому что в такой жести это все просто убивается на раз-два. Вот лишайник такой здоровский, желтый. Люблю его. Даже такой ближе к салатовому, наверное. Красивая. Видно, что дикая скалка, никто тут не лазит, не ходит. И вот как такое возможно, а? Вот так вот растет. Прям на камнях. Огромное такое. И держится же как-то еще до сих пор. Короче, ветер поднялся, тучи. Все черным-черно. Может дождем накрыть. Это плохо. Вот живительная вода. Капец, как долго мы до нее добирались. Вообще воды нигде не было. Пока до сюда шли, под камнями бежит вода, дразнит, а достать никак. И вот она наконец вот здесь выбегает. И мы набрали, сейчас будем перекусывать. Короче, мы там не смогли поесть, потому что наша мошка одолела. И дождь начался, и мы тут залезли под вот такие кусты. И сидим, перекусываем. Дождь прошел сильный, все мокрое. А мы вышли еще вот на такой курум, он скользкий. Хочется задержаться. Погода не позволяет. Бабочка после дождя сидит на мокром пне. Ой, какая расцветка у него прикольная. Красота какая. Вот они, дикие пионы. Марин корень цветет, ну, зацветает еще только. И какие на нем капельки после дождя. Такая красотища. Серединка желтая, просто не видать сейчас. Ну, вот такая красотища, короче.
Выползли мы еле-еле, наконец, к реке. Уже к такой огромной реке. Название я принципиально не говорю. Бобринная работа. Вот пень, вот это свежий пень, вот это старый пень. Вот уже начали новые подтачивать. Вот подточено. Вот старое подточено. Работают, короче говоря. О, кого я нашла. По-моему, это конюк, если я не ошибаюсь. Ой, жесть. Бедный. Там вон жуки его жрут. Такой красавчик. Свежий, морали какой. Только пробежал, видимо, впереди нас. Ой, ну что-то теплое. Ломим по капец какой крутой горе и высокой. Только подумала, вот бы солнышко сейчас. Уже часов 8 вечера. И солнце вышло, блин, как классно. Вон она, река внизу остается. Нам надо подняться на самый верх. Потому что завтра мы будем эту гору переваливать. Все равно. Ой, блин. Вот такая у меня есть канистра легкая. Я ее специально вот этот поход взяла. Мы ее в такую гору тащили по очереди. Вот так вот у меня просыхают носки. Пытаются просохнуть гамаши. И вот там висят мои ботинки. Вот такая обстановка в лагере. Сижу, пью чай. Пытаюсь пить чай, но приходится бегать туда-сюда, что-то делать. Вот так вот сижу. Напарник уже поел, попил, пошел еще дров принести. Хотя мы тут натаскали немало. Но на всю ночь, конечно, это его не хватит еще на утро. Такие дела. Кстати, так как сменную обувь не возьмешь в такой поход, чтобы, ну, не влезет она. Я хотела взять. А ноги все просто промокли. Носки я вот вжимала. С них вода лилась рекой. Ботинки все чвякают, короче. Вон там стельки сохнут. У меня есть вот такие носки, они не промокающие. Неопреновые, по-моему, называются. А, мембранные. И вот я сейчас на стоянке. Ноги посушила и надела. Благодать. Хожу в носках просто вот по мокрой траве. Хожу в носках. А завтра в этих же носках запихаю их в ботинки. Они все равно мокрые. Ноги будут сухие. Ботинки будут мокрые, а ноги будут сухие. Вот такие дела. Короче, классно такие носки брать с собой в поход. Можно даже на стоянке вот так ходить. Ночью в туалет вылазить можно из спальника. Прямо вот тут вот недалеко слышу, кто-то ходит. Но я поняла, что не медведь, потому что, ну, потише немножко. Ну, что крупное животное. А потом вон там вон такой лай раздался. Косуля. Прямо вот здесь близко ходила. Испугалась, видать, костра. И туда убежала. И давай кричать всем, что тут люди. Кстати, почему я взяла именно такую канистру? Она дешевая. У меня есть хорошие бурдюки для воды. Но они весят намного больше. Не по литражу больше. А это, по-моему, 3 литра. Она очень легкая. Недорогая. Место не занимает, не весит почти. И именно вот в такие походы лучше брать что-то типа такое, чем бурдюк. Бурдюк все-таки он весит немало. Моя кроватка на сегодня. Так, склеиваются 2 пакета. В одном прорезается дырка, чтобы вот так можно было закрыться, если что. Это от дождя. Вставляется внутрь коврик, спальник. И все. Можно спать. Так, вот так я упаковываюсь. Я с собой чуни пуховую всегда беру. Флисовые носки. Чуни. Спальник очень тонкий, летний. Но за счет того, что я его запихала в пакет, должно быть тепло. Так, вот это все выглядит. Вот у меня нож под рукой, если что. А, в ноги, как обычно, запихала вещи, штаны там своих.
они сырые, как раз подсохнут. Ну и все. Вот так вот можно спать в пакете. Если холодно, можно полностью застегнуться, завернуться и даже накрыться от дождя. Вот такая система ночевки в пакетах мусорных. Так, это утро третьего ходового дня. Я ничего не снимала с утра. Всю ночь шел дождик, такой небольшой, но всю ночь практически. И до сих пор идет все мокрое, мы мокрые. Вот, ночью я не замерзла, все нормально. Пакет спас. Единственное, немного спальник отсырел. А так все будет. Кстати, ночью был 0, может даже -1. Ну, передавали такую температуру. Ну, я вообще не замерзла, хотя у меня спальник прям тонкий-тонкий летний. И так, что-то еще хотела сказать. Ой, ладно, вспомню потом. Все в голове держу, некогда снимать. Держу, что сказать. Потом вылетает из головы. Пока лес вот такой. Встала я в 5:30. Вышли мы в 7. Вот это я хотела сказать. Время. Все мокрое, мы мокрые. Надежда на избу. Если мы до нее дойдем. В прошлый раз, помнится, чем ближе к избе, тем более непролазно. Мы там 500 метров или километр, не помню. 2 часа шли. Такой непролазный бурелом. Короче, дубак неимоверный. Градуса 4, наверное, если не ниже. И все мокрое, дождь, все насквозь мокрые. Штаны просто вообще выжимать можно. Все драные. Короче, это снимать вообще невозможно. Мы уже пододелись все. Потому что прям калашматит, трясет, руки не слушаются. Здесь вот начинается полная жизнь. Еще и снег с дождем идет. Очень холодно. Короче, трындец полный. Непролазный бурелом начинается. Еще и надо на гривку подняться. По гривке там вообще очень непролазно. Непонятно, то ли снег-дождь, то ли градоснег. Ну, короче, вообще вот такая жесть. А это непролазно все просто. Деревьев нет, они вот высохли, упали. Ну, уссурийский полиграф пихту съел. И вот они упали, вот они вот в этих кустах и в траве. Просто непролазно. Просто жесть. Еще и вот такая погодушка. Вот так вот. Красная шапочка попалась. О, крупинки такие. Это снежный град, короче говоря. О, еще сильнее пошел. Вообще, на самом деле, это лучше, чем ливень. На улице явно минус. Просто все вот так покрылось такими крупинками. Как будто солью посыпали. Такой красавчик тут сидит. Не хочет фокусироваться телефон, блин. Остановилась пописать. Давай, ты что, еле тащишься? Холодно, он подзамерз. Я уже сильно от напарника отстала с этими пауками всякими кадрами. Ходить в туалет в таких условиях, то еще удовольствие, я вам скажу. Все гуд. Ломим по бурелому, и снег идет. Камера запотела, съемка плохая, но ничего не поделать. Снег идет. Конец мая, снег и буреломище везде. Такая дорога. Куст черники. Хочу показать соцветия, откуда ягодки появляются. Вот такие. Не знаю, фокусируется ли камера. Вот. А потом тут будет вкусняшка. Как-то перелезть. Ай, блин. Сосочки цепляются, штаны. Вся мокрая просто вообще. Вся дырявая. Ой, вообще. Просто бомжиха.
Такая съемка, что поделать. Опа. Ой, что творится. Капец, снежина. Ничего себе, как хорошо, что мы в избе. Ё-моё, мы бы на улице очумели. Сейчас это все с ветром. Ё-моё. Вот это конец мая. Я такая босиком вышла из избы. Ёшкин кот. Там вот жарки цветут. Как же хорошо, что мы в избе. Ёлки-палки, в такую погоду на улице оказаться. Мы же не рассчитывали на снег-то. Вот черемица вся в снегу, например, стоит. Красавица. Ё-моё, пучка. О, какие жарки в снегу. Ёлки-палки. Це красота. Ой, Алина, босиком, босиком. Ой, как холодно. Еще и в шортиках. Спирея. Вся в цвету и в снегу. Я все не могу зайти в избу, хотя у меня уже ноги околели. Потому что тут такая красота. Ну как вот это вот не снять? Вот это вот. Это ж такой кадр. Ай. Обалдеть, по снегу походить босиком. И трава, и снег. Жесть. Витаминчики по дороге жую. Типа идем вдоль реки. Завалы неимоверные. Клещей уже штук 7 сняла сейчас. И вот они еще ползут. Вот еще ползет. 2. Так, где это был? Вот он. Вот еще. Короче, много. Последствия ночных заморозков. Папоротник весь померз. Сначала дождь, потом снег, потом заморозки, и все. Папоротник, наверное, весь погибнет. Вот здесь лес вполне проходимый. Мы поднялись по крутой горе наверх. Теперь идем, кайфуем по такому довольно проходимому лесу. Ну, бурелом кое-где есть, но в принципе идти вообще хорошо. Красотища какая вокруг. Солнышко выглядело хорошо, но холодно при этом все равно. О, какой огромный трутовик. Прям на нем несколько. Вот, посмотрите, с моей рукой, какой громадный. Какая красота. Давненько не встречалась Мишанина Г. Еще так смачно. И довольно свежий. Мы перекусили по-быстрому прям. Что у нас сегодня длинный переход сложный. И поднимаемся в гору. Сначала круто спускались, теперь круто поднимаемся. Снимать вообще некогда. Снег идет уже распятый. Он такой небольшой. Но лучше снег, кстати, чем дождь. Холодно очень. А до этого был такой просто буреломище, что просто нереально. Не снимает мне вообще ничего. Ну все. Бежим, 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 бежим. Вообще некогда даже камеру достать. Морал, конечно, эстетик. Как, ну, прямо в такой сломанный пенек. Уникальное зрелище.
Это вот ведьмины метла вот так вот потом образуются. Она потом погибнет, нарастет много. Вот так смотрится красиво и необычно. Опять снег идет. Уже 6-й или 7-й. Какой раз я уже сбилась. Я просто не снимаю. Так еще дорогой умудряюсь сейчас смородины нарвать для чая. Каждый раз. То черемши пожевать, то смородину нарвать. Мишаня обходил лужу по грязи. Какие когти. Да, когтины. Тут же следы копыт с другой стороны. Что там? Да, это. Копыта? Ну, морал, наверное. Вот это лапина. Вот это. Ну, тут как бы 2 следа, но все равно медведь огромный был. И он шел с медвежонком. Вот след медвежонка. Мы уже позже заметили, что медвежонок рядом шел. Ненадолго вышли на промысловую дорогу. Даже по этой промысловой дороге крайне резко ездят промысловики. А уж обычные люди вообще почти не ходят. Это довольно дикие места. И вот тут медведи по дорогам ходят. Вот. Мы сейчас чуть-чуть решили в гору по дороге пройти, а потом снова надо уходить в лес, в буреломище. Привет. Прикольно. Вот еще интересные кадры медвежьих следов. Один в другом. В общем, и пока я снимаю, напарник уже далеко убежал. Тут такие прям глубокие, хорошие следы. Они уже подсохли. Вот и копытных есть. И мишанины пошли с этой стороны дороги. А копытные с этой. Копытных очень много. Это моралы, косули, аварга. Вот всего. Вот мой медведь тоже. Такие дороги. Дорога промысловая. Скоро уже будем сворачивать в лес. Вот вообще огромное лапище. Это пятка. Шли через тайгу и нашли избу бывшую. Она уже все упала давно-давно. Вот дверь от нее. Небольшая, видимо, совсем маленькая избушечка была. И вот там вот от печки валяется жестянка. Обалдеть. Так круто. Вниз спускались. Как тут изба. Ну там вода внизу, конечно, но все равно. Вот такие ботинки. Это пыльца сосны. И вот такие все опять драные штаны. Я их, кстати, вчера в избе зашила. Но они опять все продрявились. Потому что это жесть. Надеюсь, меня видно. Что подсветить нечем. Напарник пошел мыться. Я ему отдала свой фонарик, он свой забыл. Вот я тут без фонаря. Поэтому вот просто показываю. Вот такие, кстати, у меня, если видно, красивые ноги. Ну, сейчас я их отдельно сниму. 1 час ночи. Я только ложусь спать. Только не пугайтесь, они у меня не такие страшные, как кажется. Но сейчас они реально страшные. Все просто еще хуже стали, чем были до этого. Вот это вот было больно, кстати. И вот это тоже. Да все больно. Короче, у меня там еще сзади. Но я уже не достану показать. Ну, короче, вот такая красота. Это когда ходишь именно по жопной, дикой, непролазной тайге.
Доброе утро, земля. Не обращайте внимания, что я такая немножко отекшая. После вчерашних 31 километр 200 метров мы прошли. 10 часов шли по жесткой пересеченке. Это я еще хорошо выгляжу. В таком прекрасном месте стоит изба. Недалеко от реки. Вот тут так хорошо. Вот утром опять снежок пробрасывает. Вчера мы еще только подходили к избе, уже дождик начинался. И всю ночь лил дождь. Вот, нам сегодня придется по мокрой дороге идти. Сегодня нам предстоит пройти более 20 километров. Но уже по промысловой дороге. И это уже будет выход. Сегодня 5-й день. Вот. Вчера не до съемки вообще было. Причем весь день. Я очень на мысли всегда все время себя ловила, пока шла, что тут вот здесь хочется снять, то вот здесь хочется показать. Столько интересного, столько красивого. Но я, во-первых, не одна. Я не могу отставать от напарника, потому что потом догонять по такой жести просто невыносимо. А во-вторых, в таких условиях снимать очень тяжело. Даже все, что я вообще, все за эти дни, то, что я отсняла, это был очень большой труд. Но мне хочется снимать. Я постоянно ловлю себя на мысли, что мне хочется снять это, хочется снять то, хочется это показать. Но я понимаю, что не могу. Что то напарник убегает, то жизнь жестяная. В общем, ничего невозможно снимать в таких условиях. В общем, за все 5 дней у нас получится более 100 километров пройденного пути по жесткой пересеченке. Я не останавливалась уже много раз 5, наверное. Вот это будет, наверное, где-то 5-й раз. Но ни разу ее не снимала. Вообще, вот такие походы я никогда не снимаю, хотя хожу их довольно часто. Мне нравится в такие походы ходить, хотя потом весь убитый. Ну, с ногами потом покажу, я уже показывала вечером. Короче, жесть. В общем, хотела много чего сказать, но, как всегда, все из головы вылетело. Потому что в таких походах держишь мысль, что вот это надо сказать, вот это надо сказать. В итоге все потом улетучивается. В общем, я снимала все 5 дней, да, понемножку. И снимала избы, которые нельзя снимать. И вообще мы ходили по некоторым местам, которые не для широкой публики. Вот. И поэтому более полную версию этого похода можно посмотреть у меня по платной подписке на Бусти. Вот. Можно либо подписаться раз в месяц на эксклюзивные там фильмы или видео, или фото, как вам угодно, там разные уровни есть подписки. Либо можно каждый мой пост купить отдельно. То есть раз заплатили за один пост, который вас интересует, и забыли. Такие дела. Такой небольшой снежок идет. Вот там вот прям река находится. Так удобно, что вода рядом. И здесь вот и банька есть, вот там небольшая. Вчера мы нагрели воды, и каждый по очереди сходил, помылся. При свете дня мои ножки, чего они натерпелись. Вот эти штыри, которые торчат от бурелома, сучки, они втыкаются в ноги, и этого не избежать. Это неизбежно. Ну, в общем-то, вот так вот как-то. Все, мы вышли в путь, уже от избы отошли. Вот такая дорога. Сегодня 5-й ходовой день. Снимать я сегодня вообще практически не буду, потому что идти мы будем по промысловой дороге в районе 28-30 километров нам идти. Ну, медвежьи следы обязательно встретятся, их я, конечно же, сниму. Ну, или если животные встретятся. А так маловероятно буду снимать. Ну, что там, дорога и дорога.
таежная. Идет град редкий. И вот тут вот, чем выше поднимаешься, тем больше снега. Пихты, ели в снегу. Не знаю, камера передаст, нет. Все снежное, красивое. Зимой задалбливает этот снег. А в конце мая это как-то непривычно и радует глаз, такая красота. Конечно, очень красиво. Идешь и прям хочется останавливаться, снимать. Но для растений, конечно, плохо, для насекомых. Все уже цвело, папоротник он весь поник. Это, конечно, не есть хорошо, когда в конце мая такой снег. Но очень красиво. Иду, любуюсь. Постоянно отстаю от напарника. Вот здесь просто сказочный лес. Сказочный, снежный, майский лес. Конец мая. Идет такой то ли снег, то ли снегодождь. И такая красота. Да, чем выше поднимаешься, тем больше снега. Прям зимняя сказка такая. Не могу налюбоваться все никак. Отстаю постоянно. Маленько хоть себя на фоне снега снять. А то некому, напарник убегает вперед. Я только успеваю бегать без конца по горам. У нас же горы догонять. Отстаю все время из-за того, что снять, сфотать красоту вот эту снежную. Вообще пихты, все в снегу. Во, ё-моё. Просто такая красота. Там уже мы много раз медвежьи следы проходили. Вот огромный след. Я все ждала, когда хороший прям будет отпечаток, чтобы видно было. И вот хороший след медведя решила снять. А то мы бежим быстро, снимать некогда. Вот, тут вот хорошо видно, как он шел. Вот у него следики. Много-много следов медвежьих. На дорогах их вообще хорошо видно, потому что дороги грязные. И медвежьи следы сразу отпечатываются хорошо. Чем когда мы по жопам всяким ходим, там не видно, конечно, следов, только если какашки. Вот эти классные следики. Мне напарник говорит: да что ты, говорит, это... Ты же вчера, говорит, снимала медвежьи следы. Я говорю, так это же было вчера, а то сегодня. О, какие классные. Не могу я мимо медвежьих следиков проходить спокойно. Но люблю я. Но вот это, кстати, поменьше след. Вот, кстати, почему-то передние лапы у медведя отпечатываются лучше, чем пятки. А вообще, на самом деле, это медведь большой, если пятка, она будет огромная такая. Вот. Тут и копыта вот есть. Вот там вдали гора. Наверху снега вообще много. Все в снегу. Все деревья снежные. Вот мы сверху только и спустились, еще не до конца. Но вот уже снега здесь гораздо меньше. Но есть снег. Вот такая снежная дорога. Обалдеть. Мы чуть-чуть прошли, решили вернуться снять. Какая красота. Чуметь. Какая же романтика больших дорог. Дороги не люблю вообще снимать. Ну такая красота, елки, как не снять. Это просто вообще эстетично, красиво, романтично. Еще и солнышко стало подсвечивать. Просто чудесно. И снежок идет. Но он не идет, он валится, скорее всего, с этих снежных пихт.
Здесь вот вообще просто все в снегу, потому что мы уже давно опять поднимаемся наверх. Вот в эти вот горы снежные. И какая красота, просто нереальная. Я иду, каждому шагу радуюсь. Просто наслаждаюсь походом, сегодняшним днем. Настроение поднимается, здоровье улучшается, энергия прибавляется. В общем, просто красота во всем. Примула лекарственная. Солнышко вышло, на солнышке и снег. Какая же красота. А это лютик маленький. Очередной огромный Мишанин следик. Просто громадный. Громадина такая. Вон второй. Это уже прям крупный медведь. Какое разнообразие следов. И копыта, и медведь. Он поскользнулся, когти какие. Вот. Медвежий тоже и копыта. Класс. Обожаю такое. Вот по сравнению с моей ногой. Да, вот такое. О! Насобирала черемши по дороге. Салатик будет дома. И немножко смородины домой собрала. Сестренке на чай. Себе потом пособираю. Некогда просто на бегу собираешь. Вот, пучок собрала, чисто салатик дома сделать. Какая композиция интересная. Сразу 3 цветка. Лютик жгучий. Дикая роза. Сибирская роза. И незабудка. Ну, это и купальница. Вот, как ее-то и жарок, как ее только не называют. Такая красотища. О, вот сейчас наш поход километра через 3 заканчивается. Вот здесь такая речушка. Мы сейчас помоемся, в человеческий вид себя приведем, переоденемся. И все, и на выход.